После рождения сына Ирина и Сергей с радостью погрузились в новые обязанности и радости материнства и отцовства. Декретный отпуск Ирины подходил к концу, и она приняла решение вернуться на работу. Их с мужем рабочие графики совпадали, и оба не хотели оставлять малыша одного. Приняли решение нанять няню, и через несколько дней выбрали женщину средних лет по имени Светлана, с опытом работы и хорошими рекомендациями. Сначала все было прекрасно. Светлана оказалась спокойной, заботливой и внимательно следила за малышом. Ирина и Сергей чувствовали себя спокойно, уходя на работу. Однако через неделю ситуация начала меняться. Ребенок стал сильно плакать, когда родители собирались уходить, и постепенно его плач становился все более отчаянным. Сначала они думали, что это просто тоска по родителям и что ребенок постепенно привыкнет к новой обстановке, но вскоре начали замечать нечто странное. На теле малыша стали появляться синяки. Няня объясняла их тем, что ребенок часто падает, и даже показывала, как он пытается стоять на ножках, то и дело падая. Но количество синяков росло с каждым днем, а малыш продолжал плакать гораздо сильнее, чем раньше. Ирина и Сергей начали беспокоиться, но не решались обвинять женщину без доказательств. Однажды, не в силах больше молчать, они решили установить скрытую камеру в детской. И вот что они увидели. Камера зафиксировала, как Светлана на повышенных тонах кричала на ребенка, который не мог успокоиться, а затем в порыве ярости поднимала его и била по спине и ногам. Сердце Ирины сжалось от ужаса, когда она увидела, как ее малыш страдает. Скорее всего, чувства тревоги и злости смешались в них с яростью. Немедленно позвонив в полицию, они передали все доказательства. Вскоре Светлану арестовали. Расследование показало, что она уже не раз была замечена в жестоком обращении с детьми, но ее предыдущие работодатели не решались сообщить об этом. Ирина не могла больше работать, с осознанием того, что ее ребенок может стать жертвой насилия. Она ушла в отпуск и теперь посвятила все свое время сыну. Вместо работы ее дни заполнились играми, прогулками и заботой о малыше. Они с мужем больше не рисковали чужими руками, и Ирина решила быть рядом с ребенком, пока он не вырастет достаточно, чтобы понять, что значит быть защищенным и любимым. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.